Грамотные с буквами могут действовать только на поверхности Земли. Грамотные духом могут действовать за пределами всех границ. Редко можно встретить человека такой удивительной веры, стойкости и дальновидности, как Николай Рерих. Родившийся в России в 1874 году, Рерих является одной из самых загадочных фигур XX века и известен своими многочисленными заслугами перед человечеством. Он стал культовой фигурой мистицизма, взяв на себя миссию, которая пересекла сферы творчества и духовности. Картины Рериха, известные яркими изображениями величественных пейзажей и священной символики, были вдохновлены его эзотерической философией и путешествиями в поисках древней мудрости и просветления, в частности, в мистический город Шамбалу. Рерих также проявил себя как деятель культуры, положив начало современному движению в защиту культурных ценностей. Помимо того, что Рерих был признан одним из величайших российских художников, самым значительным достижением его жизни стал Пакт Рериха, подписанный 15 апреля 1935 года в овальном кабинете Белого дома. Влияние, которое он оказал на мировую культуру, неоспоримо, неизмеримо. Но что же нашел Николай Рерих в заоблачных вершинах Востока, которые так глубоко тронули его душу? Действительно ли он находит Шамбала? И могут ли его поиски древних истин найти отклик у современных искателей и исследователей? Узнаем в новом эпизоде «Скрытой реальности». С возвращением! Николай Рерих – знаменитый русский художник, писатель, археолог, путешественник и исследователь XX века. Он родился 9 октября 1874 года в Санкт-Петербурге, Россия, и умер 13 декабря 1947 года в Индии. Окутанный тайной, он считался кем угодно. От пророка новой религии до советского шпиона и лидера масонской ложи. Кто-то даже верит, что он является реинкарнацией Будды. Но что же привело к такой загадочности? Рерих родился в богатой нотариальной семье, получил образование художника и юриста. Он рисовал, писал рассказы и увлекался археологией. После гимназии он поступил в художественную академию в мастерскую художника Архипа Куинджи, и его дипломная работа была высоко оценена самим Львом Толстым, стрежтой, с которым он стал товарищем по оружию для молодого художника. В 1899 году Рерих встретил свою буйную жену, Елену Шапошникову, с которой у него родилось двое сыновей – Юрий и Святослав Рерихи. Собственно, именно через Елену Николая он и увлекся оккультизмом. С юных лет Елена видела пророческие сны, интересовалась литературой и восточной философией. Противоположные взгляды, духовная близость, глубокие взаимные чувства делают их союз необычайно прочным. Вся их жизнь наполнена общими устремлениями, идеалами, совместным трудом и творчеством. Нет такой сферы жизни великого художника Рериха, в которой не принимала бы участие Елена Ивановна. Она была вдохновляющим началом семьи Рерихов, и многие картины художника были созданы по ее замыслу или на основе ее видений. Осенью следующего года Николай с женой переехали в Нью-Йорк, где он приобрел популярность как духовный гуру. Тибетские молитвенные одеяния стали его повседневной одеждой, и примерно в это время была основана их школа мистицизма. В конце концов он привлек внимание богатых американских бюрократов, одним из которых был Генри Лолас, министр сельского хозяйства США в администрации Рузвельта. Лолас остается важной фигурой в истории, поскольку он сыграл ключевую роль в оказании помощи Рериху в его экспедиции.
К этому времени Елена Рерих уже перевела эзотерический трактат мадам Елены Блаватской с хорошо известным вам названием «Тайная доктрина», в котором Шамбала или Шамбхала представлена как дверь или врата, прощение к просветлению. В какой-то момент, находясь в Нью-Йорке, Хелена увидела пророческий сон, в котором ее посетило видение мужчины, чье лицо излучало неземной свет. Она истолковала это завораживающее видение как мистическую встречу, учитель, дух-проводник с другого плана. Наставления мастера Мории были настолько убедительными, что пара решила покинуть Соединенные Штаты и отправиться на поиски скрытых истин. Интересно, что сам Николай Рерих утверждал, что некоторые из его предыдущих воплощений были не кем-нибудь, а великим Леонардо да Винчи и даже Далай-ламой. Захваченная философией Индии, семья Рерихов погрузилась в важнейшие индийские тексты, жаждая пройти по этим землям, которые ассоциировались у них с глубоким духовным знанием. Рерихи верили, что высокие горы Центральной Азии не просто возвышенности из земли и камня, а врата в Шамбалу, легендарное царство, где сливаются воедино материальные и мистические миры. Для них Шамбала была не просто мифическим местом, а трансцендентным царством, где мудрость и просветление были на кончиках пальцев и ждали тех, кто стремился к объединению внутренней и внешней сфер бытия. Так Николай Рерих приступил к выполнению одной из самых интригующих миссий XX века – поиску затерянного города Шамбалы. Шамбала, известная под множеством имен, таких как Шангри, Ла и Агарта, по слухам является землей мира и просветления, возможно, хранящей высокие духовные и технологические знания. Этот загадочный город, название которого навевает мысли о месте мира или спокойствия, стал центральным пунктом Центрально-азиатской экспедиции Рериха. К несчастью для семьи Рерихов, территория, которую они намеревались исследовать, в начале XX века была практически недоступна. Тибет был закрыт для иностранцев, и за эту территорию велись ожесточенные бои между советской, британской, китайской, японской и монгольской армиями. Шпионы, повстанцы и военачальники ежедневно вступали в схватки на горных перевалах, что делало экспедицию чрезвычайно опасной. Если бы они хотели осуществить эту авантюру, им бы понадобилась помощь некоторых. Влиятельные люди. С 19 по 19 Рерих в сопровождении своей жены Елены и детей преодолел огромную и коварную местность. Их путешествие было не просто любопытной затеей, а археологическим паломничеством. Рерих стремится изучить и сохранить исчезающее культурное наследие Шелкового пути, древней сети торговых путей, которые на протяжении веков способствовали обмену товарами, идеями и глубоким культурным влиянием. Их экспедиция началась в Сикиме, и в ближайшие годы они пройдут через отдаленные районы северо-восточной Индии, через горы Каракорум, граничащие с Китаем, Индией и Пакистаном, пересекут юго-западный Китай, Хотан и Кашгар и многое другое. По пути они проведут значительное время в горах Алтая, центральной части пустыни Гоби и, наконец, прибудут в Тибет. Эта грандиозная экспедиция преодолеет около 25 тысяч миль неизведанной территории, преодолеет 35 горных перевалов и впервые покорит десятки альпийских вершин. С самого начала им пришлось столкнуться с экстремальной погодой, местными повстанческими группировками, бродячими бушменами и ядовитой травой, от которой падали их лошади. Дорога была усеяна скелетами ослов, мулов и яков,
А если всего этого было недостаточно, то они еще и страдали от горной слепоты, а запасы продовольствия были очень скудными. Иными словами, они почти все время были в бегах. Но чтобы кто-то где-то когда-то слышал о том, что путь познания дается легко. Семья Рерихов не только собирала скульптуры, рукописи и археологические сокровища, свидетельствующие о богатстве культур Центральной Азии, но и скрупулезно документировала духовные традиции и панорамные виды этих регионов. Их экспедиции, известные как экспедиции Рериха или экспедиции по Шелковому пути, это смесь приключений, искусства и духовных поисков. Но вопрос остается открытым. Помимо благородной цели сохранения культуры, какие более глубокие тайны преследовал Рерих? Какие, по его мнению, вершины таятся в неуловимой Шамбале, и как его путешествие изменило наше представление об этом мифическом городе и истории Центральной Азии? Мифы о Шамбале глубоко укоренились в различных восточных традициях, особенно в тибетском буддизме. В традиции тибетского буддизма Шамбала описывается как скрытое царство, существующее за пределами понимания обычного мира. Ее часто изображают как землю чистоты, мира и просветления, расположенную где-то на просторах Центральной Азии, возможно, в Гималаях или пустыне Гоби. Наиболее полно Шамбала представлено в Калачакра-тантре, продвинутом эзотерическом буддийском учении, включающем в себя пророчество о будущем. Согласно этому тексту, наш известный мир превратится в мир войн и раздоров, затем проявятся силы Шамбалы, и царь мистической страны, обладающий высшей властью, поведет могущественную армию против сил распада в великой апокалиптической битве, чтобы восстановить Харму, или другими словами, космический порядок и правильное поведение. Или другими словами, космический порядок и правильное поведение согласно тексту. Эта скрытая земля часто ассоциируется с идеей рая или утопии. Согласно мифу, Шамбала недоступна для обычного человека и может быть достигнута только достойным или духовно развитым человеком, то есть осознанным. Некоторые версии утверждают, что это физическое место, скрытое от визуальной реальности, другие, что это внутреннее царство, достичь которого можно только с помощью глубокой медитации и привычных и не очень привычных духовных практик. Миф о Шамбале был принят теософским обществом и впоследствии вошел в западную эзотерическую традицию, где его иногда связывают с другими мистическими концепциями и теориями о потерянной цивилизации. Считается, что Агарта является домом для представителей исчезнувших цивилизаций, таких как атланты или марийцы, которые переселились туда после разрушения своих земель. Шамбала также ассоциируется с теорией полой Земли, которая предполагает, что глубоко под недрами нашей планеты есть жизнь. Во многих местах Центральной Азии говорят об Агарте, подземном народе. Многочисленные чудесные легенды повествуют о том, как лучшие из людей покидали коварную землю и находили спасение в тайных странах, где обретали новые силы и покоряли могущественные энергии. Возможно ли это, однако, каким-то образом? Но достичь Шамбалы, и если да, как? По мнению буддистов, существует множество порталов, через которые можно попасть в Агарту, но только если они сами того пожелают. Некоторые люди верят, что на поверхность ведут ровно 7 врат, которые можно принять за 7 чакр Земли, больше похожих на 7 чакр человека. Считается, что именно лемурийцы и атланты, о которых мы уже не раз говорили, построили пирамиды над этими энергетическими центрами, некоторые из которых обнаружены в джунглях Амазонии, в Мексике, на дне Атлантического океана, под пустыней Такуамакан в Центральной Азии, в Китае и других местах. Они также говорят и пишут о туннелях, которые соединяют Тибет с внутренним миром. Помимо расплывчатых описаний того, что главный вход в Шамбалу находится где-то в Гималаях, а сам город лежит глубоко в земле, его истинное географическое положение остается загадкой.
Говорят, что когда-то жители Шамбалы наслаждались мирным золотым веком на земле. Однако так было примерно 5000 лет назад, в начале нынешнего темного века, известного в индуизме как Кали-юга, когда они были загнаны под землю, возможно, в результате глобального катаклизма. Люди жили здесь веками, а теперь ушли под землю. Они нашли подземный ход в подземный мир. Очень редко кто из них вновь появляется над землей. На наши рынки такие люди приходят со странными и очень древними монетами. Никто не помнит, когда они использовали такие монеты. Я спросил их, сможем ли мы тоже увидеть таких людей. Они ответили мне, сможете, если ваши мысли будут возвышенными и вы будете общаться с этими святыми людьми. Ведь на земле есть только грешники, а чистые и мужественные переходят в нечто более прекрасное. Велика вера в царство подземного мира. По всей Азии, во всех пустынях от Тихого океана до Арала, вы услышите те же великолепные рассказы об исчезнувших святых людях. И даже далеко за горами Арала до вас дойдут отголоски легенд. Вы часто будете слышать о подземных племенах. Иногда говорят, что за этой горой жили невиданные святые люди. Древнее буддийское пророчество, содержащееся в книге Кала-чакра-тантра, предупреждает нас о том, что когда мир погрузится в войну и жадность, нота и все будет потеряно, из Шамбалы появится царь Майтрея с огромной армией, чтобы победить темные силы и открыть глобальный золотой век. Эта война, будь то буквальное или метафорическое толкование, ознаменует конец Кали-юги и начало десятитысячелетнего золотого века, также известного как Сатья-юга. Кстати, согласно пророчеству, последняя битва должна произойти в 2424 году. Итак, в то время как многие современные бодхисаттвы верят, что Шамбала доступна только через разум, через достижение просветления, Рерих и многие другие оккультисты и мистики начала XX века считали, что это действительно реальное место, куда может отправиться каждый. Возможно ли, что он сам нашел вход в это мистическое место? Во время экспедиции Николас и его команда сообщают, что видели нечто очень странное. Однажды утром, когда они еще находились в своем лагере в районе Каханора, они стали свидетелями того, как какой-то блестящий металлический овал взмыл над горами и на огромной скорости исчез в небе. У них было достаточно времени, чтобы достать бинокль и рассмотреть его поближе, и они убедились, что он имеет большую овальную форму, а одна его сторона ярко отражает солнечный свет. Что делает эту историю еще более интересной? Что в то время наблюдения НЛО не вызывали общественного интереса и не становились обычным явлением еще несколько десятилетий, вплоть до середины XX века. Поскольку многие древние легенды утверждают, что город Шамбала обладал технологическими достижениями, могло ли это быть подсказкой, что вход в Шамбалу находился неподалеку? Говорят, что чем ближе человек к мифическому внутреннему городу, тем более туманными становятся его мысли, поскольку сущность Шамбалы выходит за пределы языка. Рерих документировал свое путешествие в нескольких различных дневниках, один из которых был посвящен эмпирическим наблюдениям, а другой — более эзотерическим идеям и мистическим переживаниям. В своей эзотерической книге «Шамбала» Рерих начал описывать другое путешествие, написанное в рассказах и загадках. По мере того, как они углублялись в тибетское плато, он все чаще фиксировал странные проявления — костры, огни и видение их лагеря. Чувствуя, что его направляет некая мистическая сила, его картины приобретают все более причудливый оттенок, включая все больше иллюстраций мессианского короля Шамбалы. Вскоре после этих странных встреч Рерих и его команда исчезли с карты на целый год. Хотя за экспедицией пристально наблюдало большинство крупных держав, именно эта часть действительно подпитывает множество загадок, поскольку вскоре после странного поворота сюжета все становится темным. Так что же произошло в этот год вымирания?
Возможно, мы никогда этого не узнаем, но в его путевом дневнике есть две отдельные записи, которые помогут сложить этот кусочек головоломки. Во-первых, он упоминает о жестоких конфликтах с тибетской армией и, что довольно трагично, о том, что последние 5 месяцев после своего исчезновения он провел в лагере для заключенных тибетского правительства. После освобождения он написал следующее. «Только превосходство нашего огнестрельного оружия предотвратило кровопролитие, хотя у нас были действительные паспорта, экспедиция была насильно остановлена тибетскими властями. Из-за суровых условий в этом лагере 5 членов экспедиции не выжили». Хотя это и отвечает на часть вопроса, остается еще целых 7 месяцев неизвестности. И действительно ли Николаю Рериху удалось открыть Шамбалу, вопрос спорный. Хотя его миссия, судя по всему, провалилась, есть все основания полагать, что он мог посетить Шамбалу в течение тех 7 месяцев, как мы увидим. Существует еще одна версия о Шамбале, которую я вынужден включить. Что Агарта и Шамбала — это две разные вещи. Шамбала — это место на планете Земля, где время движется несколько иначе, а пространство временами искривляется. Чтобы попасть туда, нужно пройти довольно сложный спиральный путь, и если человеку удастся добраться до центра Шамбалы, он окажется в одном из немногих физических мест на планете, где можно получить прямую связь с Источником и, следовательно, получить знания о том, что он пожелает. Конечно, история гласит, что путь туда практически невозможен, и немногие из тех, кто добрался до этого места. В дневнике Рериха можно найти очень странную запись, которую он сделал, проезжая через отдаленную долину Умон. В ней говорится, что один монах привел их в старый монастырь, где большое отверстие пещеры было намертво завалено тяжелыми камнями. Монах с гордостью сказал им, что это священный вход во внутреннее царство Шамбалы, но запретил им туда входить. Он заверил их, что однажды короли Шамбалы вернутся, но до тех пор человечество будет слышать лишь отголоски их пения. Как бриллиант сияет свет башни Шамбалы. Он там, Ригден Джапа, неутомимый, вечно бдящий на благо человечества. Его глаза никогда не закрываются. В своем волшебном зеркале он видит все земные события, а мощь его мысли проникает в далекие страны. Для него не существует расстояний, он может мгновенно оказать помощь тем, кто ее достоин. Его могучий свет способен уничтожить тьму, его несметные богатства готовы помочь всем нуждающимся, кто готов служить праведному делу. Лама, мне кажется, что вы говорите о Майтрее, не так ли? Мы обязаны не разглашать эту тайну. Есть много вещей, которые не должны быть преданы. Есть много вещей, которые не должны кристаллизоваться в звук. В звуке мы делаем эти мысли известными. Звуком мы выпускаем нашу мысль в пространство, и это может принести большой вред. Так и все, что становится достоянием гласности раньше положенного времени, приводит к неисчислимому злу. Такие легкомысленные действия могут привести даже к огромным катастрофам. Неисчислимы обитатели Шамбалы, неисчислимы новые великолепные силы и достижения, которые готовятся там для человечества. Лама, Веданта говорит нам, что очень скоро человечеству будут даны новые энергии. Правда ли это? Неисчислимо великие ценности, которые даются и готовятся. Из священных писаний мы знаем учение о благословениях для обитателей далеких звезд. Из того же источника мы слышали о летящей стальной птице, о железных драконах, пожирающих пространство дымным огнем. Благословенный Такхагата предсказывает все о будущем. Он знал, что помощники Рикадея, Джапо, воплотятся в час нужды, что священная армия очистит Лхасу от всех нечестивых врагов и что будет установлено царство справедливости.
Есть еще один ужасный аспект этой истории, о котором следует задуматься. Считается, что в год своего исчезновения Николай Рерих вступил в контакт с таинственным мифическим объектом, известным как камень Чинтамани. Многие верят, что это магический камень, исполняющий желание, который попал на Землю с помощью астероида, примечание из созвездия Ориона. Физически он имеет форму трапеции и, как полагают, сделан из молдавита. Камень Чинтамани — мистическая реликвия, упоминаемая в различных эзотерических традициях и азиатских мифологемах. Согласно легенде, этот камень можно найти в отдаленных районах Гималайских гор, конкретно связанных с легендарным царством Шамбала. Известно ли что-нибудь на Западе о Великом Камне, в котором сосредоточена магическая сила? Знаете ли вы, с какой планеты прибыл этот камень? Кто видел это сокровище? Лама, у нас столько же легенд о Великом Камне, сколько у вас есть изображений Чинтамани. С древнейших времен друидов многие народы помнят легенды о природных энергиях, скрытых в этом странном придатке планеты. Часто в таких упавших камнях прячут алмазы, но они ничто по сравнению с другими неизвестными металлами и энергиями, которые мы ежедневно находим в некоторых камнях, жидкостях и лашах. Лапис эксилис — так называется камень, о котором упоминали старые майстерзингеры. Очевидно, что Запад и Восток во многом мыслят одинаково. Чтобы услышать о камне, не нужно уходить в глушь. Николай Рерих, вдохновленный историями и мифами о Шамбале и камне Чинтамани, посвятил часть своих экспедиций в горы Центральной Азии поискам этого мистического сокровища. Он считал, что камень Чинтамани может стать мощным символом мудрости и просветления. Спорно, находил ли Николай Рерих камень Чинтамани физически во время своих экспедиций. Как и святой Грааль, он считал камень Чинтамани символом духовного поиска, олицетворяющим человеческий путь к просветлению. Однако есть кое-что весьма любопытное. Некоторые из его картин предполагают, возможно, физическое представление камня Чинтамани или его значение для мест, через которые он проходил. Рерих включал в свои работы эзотерические и мистические символы, которые до сих пор остаются непонятыми современниками. Таким образом, легенда о камне Чинтамани играет символическую роль в исследованиях и видении Рериха, вдохновляя его на путешествия в горы Центральной Азии в поисках глубоких духовных знаний и сохранения культурного наследия этих регионов. Какие символы зашифровал Николай Рерих в своих картинах и какое наследие он оставил после себя? Ожидайте все это во второй части о Николае Рерихе, его наследии и о том, что он пытался передать человечеству. В следующей части вас ждет очень-очень важное сообщение, так что не пропустите его. Напишите ниже в комментариях, что еще вы знаете о Шамбале. Верите ли вы, что это мистический затерянный город, физическое место, или это